Гран-Канария просыпается, и мы встали. У нас какие-то такие потрясающие деревенские рассветы здесь в горах. Петухи поют, солнце встает, собаки гавкают. Слышите, птицы? Мы выбираемся наверх. Уже выяснили, что там к этому каньону еще минут 7 ехать. Но я боюсь, что в аэропорту увидят эту фигню, и я останусь здесь в тюрьме. Мы нашли бункеры. Нашли какой-то бункер, и здесь там вода. И вообще навигатор идет в абсолютно разные стороны, и очень трудно его найти. Здесь ветер сделал такие чудеса. Не трогай, потому что клюнет. Аня в машине осталась, не пошла. Она не горный человек, не любит лазить. Я тоже вообще-то не люблю. Да ладно. Город Штаты, ради этого верблюда мы сюда ехали. И будем уже ехать на пляж, который самый протяженный в столице. Он называется Лас Кантерас. Много отелей позже, нас сюда просто-напросто не пустили. И у них головы торчат на поверхности воды, не знаю почему. Маленький пловец, единственный, кто полностью окунулся, да? Где ты? Где ты? Вот это всего, это застывшая лава. Наш новый день на Гран-Канарии мы решили провести на юге острова. Природа там очень отличается от северной части Гран-Канарии, где мы живем сейчас. Впрочем, вы сами все увидите. Мы взяли с собой еду, бутерброды, фрукты, так как Алиса постоянно хочет есть на пляже, а мы хотим увидеть больше красивых мест, а не просидеть полдня в ресторане. Всем доброе утро! Мы приехали в одно из самых красивых мест Гран-Канарии. Это дюны Мас-Паламас. Давай! Класс! Удивительные песчаные дюны Мас-Паламас – это одна из самых увлекательных природных достопримечательностей Гран-Канарии. Дюны из мягкого золотистого песка, напоминающие пустыню. Мы сейчас находимся просто в каком-то нереальном месте. Пески, дюны, и они уходят в Атлантический океан. Какой-то космос, пустыня Сахара. Пески времени. Кайф. Уйдя в середину этого песчаного лабиринта, вы почувствуете себя как в другом мире. Высокие песчаные барханы создают увлекательный ландшафт, который меняется в зависимости от времени и освещения. Утром и вечером, когда солнце низко на небосклоне, дюны приобретают особое волшебство. Уже солнце начинает припекать, поэтому скоро мы поедем на пляж. Мы хотим сейчас спуститься немножко по дюнам ближе к океану, и потом переедем на еще один красивый пляж, и я надеюсь, что там не будет волн. Сейчас уже так распогодилось, начинает ощущаться потихоньку пекло. И тебя! Классное место такое, да? Тебе нравится? А еще здесь водятся мелкие бараны, гекконы, всякие жучки, паучки и... Калифорнийская змея. Ну, не знаю насчет калифорнийской, но какие-то змеи есть.
по-любому. А здесь дальше вот такое ограждение непонятное, веревка натянута. Для чего, не знаю, но там мало следов за ней. Пляж очень широкий, такой ровный, и здесь часто бывает большая волна. Но как раз сегодня зеленый флаг, и можно купаться. Но я не вижу людей в воде практически. Вот буквально пару человек. Мы поедем в бухту на Плая де Амадорес. Он примерно в 18 километрах отсюда. И уже останемся там на целый день. Еще на этом пляже много нудистов. Вот люди ставят себе такие огородочки, и там голые загорают. Ну, а некоторые без огородочек. И вот так народ бредет по берегу. Бесконечный пляж, вдоль которого хочется просто брести одному или взяв кого-то за руку. Холодная вода. Холодная. Здесь очень много людей, как трасса здоровья нашего действия. Вот занимаются спортом, бегают. Пляж очень широкий, и он очень длинный. Мы выбираемся из дюн. Устала? Поднимайся, поднимайся. Надо. Сколько еще ехать? 20. До 20 посчитать? Нет, 20 раз по 60. Раз, два, три, 4, 5. Вторую половину дня мы проведем на пляже, на очень хорошем пляже. Автобаны на Гран-Канарии идеальные, дороги очень ровные. В некоторых местах на автобанах есть ограничение 80 км в час, но в основном везде можно ехать 100-120 км в час. Мы приехали на Плая Амадорес, и мы сейчас на юге находимся. Сегодня суббота, и очень много людей, паркинг забит. Да, пляж переполненький, такой переполненный на выходные. Количество людей мое любимое. Вы знаете, как я люблю, да, толпу. Но сам пляж очень приятный. Здесь бухта закрытая, мелководье, для деток хорошо. Мы решили остановиться здесь, хоть чуть-чуть как-то в уединении относительном. Давай! Все, а дальше все. Водичка красивого цвета, бирюзового, да, много людей, но пляж очень приятный. Мне кажется, для семей с детками это отличное место. А еще здесь очень пологий заход в море. А еще завтра мы переезжаем в этот район, и получается мы сможем по вечерам ходить прямо на этот пляж. Класс! Я не люблю такие места многолюдные. Конечно, вот я такой человек, что я больше люблю уединенные бухты, как ни крути. Но сегодня у нас такой день, и мне кажется, следующие дни, да, 3 дня мы проведем здесь на юге, и мы будем ездить тоже по пляжу, где будет много народу, но сами пляжи будут красивые. А еще вот в этом месте, где мы будем жить следующие 3-4 дня, гораздо жарче, чем у нас в горах, потому что у нас в горах весь день буквально очень холодно, дождь и очень влажно, а здесь более засушливый климат на южной части острова. И растительностью очень отличается на самом деле. Здесь больше кактусов, каменистых таких выступов, обрывов, а у нас там зелень, леса. Я вырыла яму. Яму выкопала, сделала себе кресло. Вода освежающая. У меня так неудобно, я скажу. Вот эта черная тряпка, она не отстегивается от купальника, и она мне мешает.
Тая заходит, да, и как всегда холодно. Да ныряй уже, ну. Ну да, голову хоть намочишь. Я дальше уже не хочу идти. Да нормально, вон бабушки купаются, старенькие бабушки в воде, их много. Здесь вдоль всего пляжа Амадорес идут вот такие ресторанчики, бары, огромная такая береговая линия. Получается, заходишь, здесь вот так вот в середине есть проход. И там можно бесконечно идти. Мы сейчас идем какие-то сувениры посмотрим. И посмотрим, куда мы потом придем еще в следующий раз, может быть, поесть. Миллион всяких заведений, мини-маркеты, разная кухня. Базарчик, короче. Здесь вот такая вот очень долгая протяженная улица магазинов. Ну, просто бесконечный рынок, да, такой. Ну, какие они шумные, громкие. Идешь просто дурдом. Я ищу себе тарелочку. Идем сюда, идем. Везде сэндвичи, пицца, морепродуктов много, салаты. Мы вышли на вторую половину пляжа, и там дальше, видите, эти ряды продолжаются торговые. Вон они. Сейчас еще там пробежим мы быстренько. Мы убежали от Алисы. Алиса осталась вон там, в самом конце пляжа, возле той каменной насыпи. Вот такие чашки мы покупали в Лора-парке на Тенерифе. Походу мы с Таей дошли до конца торговых рядов. Тарелку не нашла, сувениров много, ну все такое какое-то. Ресторанов массово. Все тебя дергают, Египет напоминает, затягивают, чтобы у них покушали, ну реклама. Вот, сейчас будем возвращаться, еще чуть полежим. Я чувствую, мы к вечеру сегодня так обгорим все. Вот такая тарелочка из вулканического песка. Обеденное время, а народу на пляже не уменьшается, хотя кафешки эти все забитые, через которые мы проходили. Но здесь вообще, мне кажется, еще людей прибавилось. Пока тебя не было, я удалилась с морозового альбома. Это как можно было умудриться? Случайно. Будем мы потихонечку двигать уже в сторону Лас-Пальмаса. Здесь, прям рядом с пляжем, есть вот такой парк с морскими коньками, с разными статуями и раковинами. Птички поют. Красиво вообще сделали, да, так все? Ну что, надо ехать? О, смотри, возле вот это вот. Мы возвращаемся домой в наш террор, собирать вещи, потому что мы будем переезжать завтра утром. И остановились на самой высокой точке над Лас-Пальмасом. Это Мирадор. И отсюда открывается вид панорамный на порт и на город. Круизный порт, лайнеры все круизные заходят сюда. И круизный лайнер еще с гулками и с глазками. Сейчас покажу ближе. Вот этот лайнер с глазками Алиса имела в виду.